Друзья, всем привет! Сегодня поговорим с Сергеем Гуриевым. Я думаю, представлять его не нужно, вы его хорошо знаете. У меня уже было с ним не одно интервью, не один разговор. И сегодня у Сергея хочу узнать, насколько оправданы страшилки российской пропаганды относительно того, что европейские избиратели постепенно устают от войны и могут отказать Украине в поддержке, насколько вообще един сегодня Евросоюз, что происходит там изнутри. Поэтому устраивайтесь поудобнее. Я напоминаю, что Варламов Токс — это отдельный канал, где у меня периодически выходят интересные разговоры. Поэтому, если вы вдруг оказались на этом канале и думаете, что вы на меня подписаны, проверьте, подписаны ли вы на канал Варламов Токс. Это очень важно, на него тоже подписаться. Здесь еще не так много подписчиков, поэтому ваша подписочка, ваша активность, ваши лайки, они помогут этот канал продвинуть, чтобы как можно больше людей смотрело классный контент. А мы начинаем. Сергей Гуриев, доктор экономических наук, проректор Парижского института политических исследований. С 2013 года живет в эмиграции. В самом начале войны многие экономисты, они предрекали крах российской экономики. Вначале говорили, что это произойдет летом, потом прогнозы сместились на осень. Вы, опять же, тоже в своих интервью признавали, что некоторые ваши прогнозы были излишне строгими, и ситуация не такая плохая, как все вначале думали. Какая ситуация сейчас, и увидит ли избиратель Путина, я говорю не про тех, кто там работал в западных компаниях и остался без работы, не про там креативный какой-то сектор, а я говорю про избирателей Владимира Путина, увидят ли они для себя какие-то последствия и серьезные изменения, после чего они как-то смогут по-другому оценивать войну в Украине? Илья, действительно, в начале войны было много прогнозов, но мы всегда говорили, что это вещи крайне неопределенные. Потому что, еще раз скажу, мы живем в беспрецедентное время. Такого размера экономика впервые попала под такого уровня жесткие санкции. И предсказывать, как это будет происходить, никто не мог. Сейчас мы видим действительно, что вместо спада 10%, который предрекали в том числе официальные экономисты, в том числе Российский Центральный банк, говорил о спаде в 10%. Сегодня речь идет скорее о спаде в 5-6% в 2022 году. Но этот спад зато продолжится в следующем году. То есть просто сам эффект санкций оказался запоздавшим, потому что западные компании, которые выходили из России, продолжали платить зарплату, продолжали что-то производить. И в этом смысле действительно летом ничего сверхъестественного не произошло. Хотя, например, автомобилестроение чувствует себя ужасно. Да, в мае 2022 года Россия произвела автомобилей в 33 раза меньше, чем в мае 2021 года. В июне ситуация немножко улучшилась, но разница по-прежнему в 10 раз. Насколько рабочий АвтоВАЗа является избирателем Путина или креативным классом, я, наверное, позволю вам судить. Но это люди, у которых нет ни работы, ни перспектив работы. Потому что как Россия сможет производить автомобили в таких количествах, которых она производила раньше, сотрудничая с западной компанией, без западных компаний, непонятно. Таких секторов достаточно много. Есть огромные проблемы со строительным сектором. Это будет тоже большая проблема для многих людей. И в целом, конечно же, спад пока выглядит менее глубоким, по крайней мере, в 2022 году, чем это казалось 3 месяца назад. Но это по-прежнему серьезный спад. Как я уже сказал, если спад на 6% вместо роста плюс 3%, это большая разница. Реальные доходы населения упадут. И вы знаете, что, наверное, первая эйфория пройдет, и в какой-то момент люди начнут задавать вопросы. А почему мы опять страдаем? Почему? За что мы страдаем? И особенно это будет заметно, если Путину не удастся добиться военной победы. Но еще раз скажу, что делать прогнозы сейчас очень трудно, просто потому, что такого никогда раньше не было. В 1996 году искусственный интеллект обыграл человека в шахматы. После этого понадобилось еще 20 лет, чтобы сделать то же самое с китайской игрой Го, известной сложной тактикой. Но искусственный интеллект смог выиграть. Сейчас он управляет пылесосами, роботами, доставщиками и беспилотными автомобилями, а также формирует индивидуальную ленту онлайн-кинотеатров. Обучением искусственного интеллекта занимается Data Scientist. По данным сервиса Zarplan, на 21 августа средняя зарплата специалистов Data Science по России составила 231 тысячу рублей. При этом на HeadHunter на одну вакансию приходится только 2 резюме.
Освоить профессию Data Scientist с нуля можно в онлайн-школе Skill Factory, которая является резидентом Сколково. Основной упор во время обучения на курсе делается на практику с отработкой заданий на реальных кейсах, которые затем можно добавить в свое портфолио. Курс рассчитан на новичков. Образование, возраст и предыдущая профессия не имеют значения. По данным самой школы, учиться приходят люди разных профессий. Это психологи, строители и даже священники. Занятия ведут преподаватели из Яндекса, Банка Тинькофф и Газпромбанка. С любым вопросом вы можете обратиться к наставнику, который будет помогать на каждом этапе обучения. А также у Skill Factory есть карьерный центр, где помогут составить резюме и подготовиться к собеседованию. Если вы хотите освоить новую профессию, то переходите по ссылке в описании к этому ролику или сканируйте QR-код. А специально для моих подписчиков действует скидка 45% по промокоду Варламов. Можно ли говорить о усталости от войны, усталости от беженцев, от всех вот последствий санкций со стороны европейского избирателя? Прежде чем ответить на вопрос об усталости, я бы еще добавил, что европейцы видят, что украинцы хотят вернуться. Все опросы показывают, что 80-90% украинских беженцев хотят вернуться в Украину, и многие уже вернулись. И в этом смысле, конечно, европейцы понимают, что это временная миграция и пытаются помогать людям пережить этот самый сложный период. Возвращаясь к усталости, усталость есть, люди начинают думать о других вопросов много. И, конечно, есть и повышение цен на энергию, повышение цен на еду, которые вносят свой огромный вклад в инфляцию. В разных странах рост цен разный. Есть страны, такие как Франция, где это относительно небольшая величина. Есть страны, в первую очередь, на востоке Европы, где это огромная величина. Но в целом есть много других проблем. Есть, опять же, проблемы глобального потепления. Есть война в Израиле. Да, есть кризис в Израиле, есть, опять же, много проблем и в самых разных других точках, и в этом смысле действительно нельзя каждый день читать новости из Украины и ужасаться им каждый день, потому что ваша психика не выдержит. Мы с вами не можем не думать о войне. Украинцы только о войне и думают. Простой француз может прожить целый день, вообще не столкнувшись с новостями из Украины, и не вспомнив об Украине. И это, к счастью или к сожалению, так. И в этом смысле нужно только отдать должное западным политикам, которые продолжают искать решение украинской войны, продолжают искать новые санкции, чтобы заставить Путина остановить эту войну и лишить его ресурсов. Одна из ставок, насколько я понимаю, там, Кремля и Путина, это то, что к осени европейский избиратель от своей просто потери интереса и равнодушия может перейти к требованию на любых условиях эту войну закончить и вернуть вот обратно стабильную, теплую жизнь с недорогим бензином и со всем остальным. Может ли эта ставка как-то сыграть и оправдаться? То есть сколько вообще готов терпеть европеец? Этого мы не знаем. Никогда ведь такого не было. Да? Мы живем в беспрецедентное время. То, о чем мы говорим, фактически не имеет никаких аналогий. Поэтому станет ли избиратель к осени, или к осени 2023 года, или к осени 2024 года, мы не знаем. Но надо помнить следующее, что это очень близко. Вот то, что я сказал, что можно целый день не заметить новостей с войны, но раз в неделю возникает новость типа «Путин убил пленных украинцев в концлагере». Во Франции нет никаких сомнений, кто виноват в уничтожении барака с бывшими солдатами Азова. Здесь прямо, официально правительство говорит о том, что мы знаем, у нас есть доказательства, мы вам можем их предъявить, что это сделал Путин. Здесь нет никаких сомнений на эту тему. Не знаю, что думают ваши зрители, но ни в одной западной стране нет голосов, которые говорят, украинцы сами убили своих военнопленных. Нет. И в этом смысле раз в неделю, раз в 2 недели возникает такая ужасная ситуация, как Буча, как убийство военнопленных, как пытки. И в этом смысле, к сожалению, то, как ведет войну Владимир Путин, не позволяет европейцу закрыть глаза и сказать, давайте добьемся мира на любых условиях. Это первый аргумент. Второй аргумент такой. Европейцы увидели, что Владимир Путин, с которым
мы договорились о Минских соглашениях, их нарушил и просто напал на Украину. Если сейчас мы опять сделаем какие-нибудь Минские соглашения 3, 4, 5 и 6, он нападет опять на Украину ли, на Прибалтику ли, на Польшу ли. И в этом смысле, конечно, поддержка Украины остается достаточно высокой. При этом с финансовой точки зрения это большие деньги для Украины, большие деньги с точки зрения экономической истории. То есть вот Украине сейчас каждый месяц не хватает в бюджете 5 миллиардов долларов. Если бы меня раньше спросили, бывает ли такое, что Еврокомиссия выделяет каждый месяц миллиарды долларов на поддержку одной страны? Раньше это казалось невозможным. Но сейчас как-то Украина продолжает функционировать, и западные партнеры ей помогают. Америка приняла пакет, сколько там, 40 или даже почти 50 миллиардов военной и другой помощи Украине. Это огромные суммы, с одной стороны. С другой стороны, с точки зрения Европейского Союза, где ВВП составляет почти 20 триллионов долларов, Америки, где ВВП составляет больше, чем 20 триллионов долларов, это совершенно небольшие деньги. И, конечно, это не приведет к тому, что в бюджете кончатся доллары или евро. А с инфляцией придется так или иначе бороться. Но всем понятно, кто виноват в этой инфляции. И всем понятно, что если Путин продолжает использовать цены на газ, цены на зерно, как вот этот самый политический инструмент, то если вы сдадитесь, он будет продолжать это делать опять и опять. И вот то, что происходит сейчас, когда Путин отключает газ по трубопроводу Nord Stream 1, Северный поток-1, и говорит, включите Северный поток-2, а то вообще не будет вам газа. Европейцы говорят, подождите, а есть еще же украинская труба, почему вы ее не используете? Путин говорит, а не почему, включите Северный поток-2. Всем становится понятно, что это издевательство, что это использование газа как инструмента геополитики, и если пойти на поводу у Путина, он будет это делать и дальше, и дальше. И в этом смысле, конечно, трудно себе представить ситуацию, где европейцы скажут «мир», для того, чтобы отложить эту проблему на год или два. Поэтому пока не видно того, что европейцы совсем устали. С другой стороны, есть кризис в Италии, где развалилась коалиция, и те партии, которые развалили эту коалицию, это партии, которые очень хорошо относятся к Владимиру Путину. И в этом смысле это, можно сказать, уже первая удача Владимира Путина. В своих интервью вы критиковали Запад за нерешительность. Да? До сих пор нету нефтяного эмбарго, и вы говорили, что действовать надо жестче, действовать нужно радикальнее, потому что в конечном итоге это обойдется миру дешевле, чем вот попытка какого-то мягкого давления, ну, относительно мягкого. Если сейчас какое-то понимание у западных политиков, что нужно действовать жестче, и что сегодня еще Европа может ввести, кроме вот того пресловутого нефтяного эмбарго, насчет которого, насколько понятно, договориться все равно никто не может? Я не критиковал Запад, я действительно, как эксперт, предлагал вот такие выгоды и издержки более жестких или более мягких санкций. И говорил о том, что если войну не остановить, то это дорого обойдется европейской экономике. И мне трудно сказать, что я был неправ. Сегодня Америка, возможно, уже находится в рецессии, возможно, Великобритания находится в рецессии, и Европа находится на грани рецессии. При этом, конечно, очень часто европейские политики говорят, а не вышло ли так, что мы платим за эти санкции больше, чем Путин? Что эти санкции вредят нам больше, чем Путин? Ответ здесь такой. Даже по официальным оценкам, даже по самым оптимистическим оценкам, в России вместо 3% роста в 2022 году будет 6% спад. Да? Вот разница между плюс 3 и минус 6 – это 9 процентных пунктов ВВП. Это огромный удар. В Европе речь идет о том, что темпы роста будут ниже на 1,5%. То есть по-прежнему это несопоставимые вещи. И с другой стороны, все равно это большой удар по европейской экономике. Эта война дорого обходится не только Путину и не только Украине, но и Европе, и Америке, и даже Китаю, где произошло беспрецедентное замедление роста, потому что Китай экспортирует свои товары в Америку и Европу. Если Европа замедляется, то и в Китае не создаются рабочие места. Возвращаясь к тому, что еще можно сделать. На сегодняшний день эмбарго объявлено. Это не полное эмбарго, но оно коснется 90% российского экспорта нефти и нефтепродуктов в Европу. Оно начнется в декабре и вступит в полную силу примерно в феврале. И что будет тогда, никто не знает. Но пока вот это решение принято, оно принято как 6-й пакет санкций в конце мая. В этом смысле это решение принято. Но до декабря обсуждаются дополнительные меры.
например, то, что называется ценовой потолок на российскую нефть. Соединенные Штаты, Большая Семерка, обсуждают такую меру, что покупатели российской нефти договорятся о том, что они не будут платить Путину больше, чем, скажем, $50 за баррель. Это выше, чем издержки производства российской нефти. То есть Путину будет по-прежнему выгодно поставлять нефть. Если он перестанет поставлять нефть, то в бюджете будут огромные дефициты, а кроме того, это нанесет огромный ущерб нефтяной промышленности, потому что придется консервировать скважины. Кроме того, эту нефть не удастся отправить в Индию, потому что американцы пригрозят индийским покупателям нефти, скажут, если вы покупаете по 50, отлично. Но если вы покупаете по 60, мы наложим на вас вторичные санкции. И тогда премьер-министр Моди позвонит Владимиру Путину и скажет: друг Владимир, я тебя очень люблю, но боюсь покупать у тебя нефть задорого. Готов покупать ее за 50, а не за 100. В этом смысле такие меры обсуждаются, их очень трудно реализовывать. Никто никогда такого не делал. Поэтому не все понимают, удастся ли это реализовать или нет. Но если это не реализовать, то вот ровно сейчас, до нефтяного эмбарго в декабре, Владимир Путин выигрывает. Цены на нефть высокие, он получает много денег, у него есть бюджетный профицит, то есть у него все больше и больше денег для того, чтобы нанимать людей из бедных российских регионов, людей из российских тюрем, отправлять их в Украину. И, конечно, это никому не нравится, и все обсуждают дополнительные меры. Если Путин все-таки отключит полностью газ, насколько такой сценарий возможен? Сможет ли Европа с этим как-то справиться и пережить? И сможет ли экономика России? Такой сценарий возможен. И такой сценарий просчитывался с самых первых дней войны. 10 ведущих немецких экономистов сразу после начала войны начали, используя самые современные модели, рассчитали последствия для немецкой экономики, например, потом для европейской экономики. В первые пару месяцев были написаны несколько статей, которые оценивали удар по немецкой и по европейской экономике. Этот удар существенный, но не катастрофический. То есть гораздо меньше, чем удар ковида, например. И поэтому никому это не нравится. Но уже сейчас, так как Путин отключил 6 стран от российского газа, мы видим, что как-то мир продолжает работать. Европа продолжает жить. И многие немецкие компании, которые говорили о том, что это невозможно, теперь нашли альтернативные решения. Сейчас, как вы знаете, Европа и так потребляет меньше газа из России, чем, например, из Америки. Европа покупает все больше и больше газа из альтернативных источников, включая сжиженный газ из Америки. Такой переход возможен. Для российского бюджета это удар, но не катастрофа, потому что главные нефтегазовые доходы для России возникают из экспорта нефти и нефтепродуктов, а не газа. Грубо говоря, Россия экспортирует нефти и нефтепродуктов в 3 раза больше, чем газа. И это будет удар по российской экономике и бюджету, но, опять-таки, не катастрофический. А вот если Россия перестанет продавать ту нефть, которую она сегодня продает в Европу, то это означает, что российский экспорт нефти сократится примерно вдвое. И это само по себе нанесет огромный удар по российскому бюджету. И вот тогда Путину придется думать, сокращать ли зарплату своим охранникам, солдатам в Украине, росгвардейцам, которые избивают протестующим, сокращать ли зарплату бюджетникам, потому что иначе будет невозможно свести концы с концами. То есть главное это все-таки остается нефть. И я я сейчас ездил в Венесуэлу и говорил там с венесуэльским экономистом, он мне рассказывал, как Венесуэла с помощью России замечательно продает нефть на черном рынке. Теперь, он говорит, будем конкурировать, но он говорит, у России большой опыт обхода санкций в помощи той же самой Венесуэле. Теперь она эти наработки будет замечательно использовать. Сегодня в мире, как опять же он мне объяснил, никакие американцы, никакой Евросоюз, никакими санкциями прекратить вот эту серую торговлю нефтью не могут, потому что слишком много желающих с дисконтом нефть покупать. Если они будут покупать нефть с дисконтом, равным вот этому ценовому потолку, да, то есть если, грубо говоря, американцы скажут, российскую нефть нужно покупать за 50, и кто-то на сером рынке купит российскую нефть по 50 или по 51, в этом смысле ценовой потолок достигнет своей цели. Если же они хотят покупать с дисконтом, грубо говоря, меньше, и будут готовы платить Путину $70 или $80 за баррель, то тогда действительно это приведет к вторичным санкциям. А попасть под американские санкции никто никому не советует, потому что это
действительно ситуация, в которой вам очень трудно просто функционировать в современном мире. И надо понимать, что одно дело это Венесуэла, другое дело это Россия. Сегодня весь западный мир в ужасе от того, что происходит в Украине. Есть много добровольцев, которые будут звонить, грубо говоря, в ЦРУ или в Госдепартамент или в Министерство финансов США и говорить: я тут увидел, как российский танкер переклеил номер, флаг другой навесил, но это российский танкер, вот доказательства. Вот эти самые Open Source Intelligence, такие организации, как Bellingcat, их много, таких добровольцев много, и они будут обнаруживать обход санкций, и если Америка будет убедительной, если Америка будет последовательной, будет вводить санкции против тех, кто помогает России обходить ограничения, то первые 2-3 игрока пострадают, а четвертый уже не захочет быть в том же ряду. И, конечно, все будут держаться от российской нефти подальше. Может быть, ваш венесуэльский друг прав, а может быть и нет. И надо понимать, что очень мало есть таких прецедентов, когда речь идет о таких массированных санкциях. И, опять же, венесуэльской нефти по сравнению с российской нефтью на мировом рынке относительно немного. И спрятать всю российскую нефть будет непросто. И кроме того, эти санкции будут еще связаны с санкциями страхования танкеров. Потому что почти все страхование танкеров – это Великобритания. И опять-таки будет очень трудно вывозить российскую нефть по морю. Ну а по трубам, естественно, что труба, которая идет в Европу, что с ней сделаешь? Ее придется просто выключить. И последний вопрос относительно единства Европы вот в связи с поведением Венгрии. Если какие-то опасения, что вот европейского единства, которое мы наблюдали в начале, оно может пошатнуться. Потому что, опять же, когда было голосование по снижению там, на 15% потребления газа, тоже началось какой-то вот разброд и шатание. Насколько сегодня Европа едина и грозит ли ей кризис? Европа более-менее едина, за исключением действительно этой самой страны, которая называется Венгрия, где Виктор Орбан выиграл выборы недавно. И нельзя сказать, что он находится в тяжелом положении. Другое дело, что еще до войны Евросоюз сказал, что наша помощь разным странам, наши субсидии, которые получала в том числе и Венгрия в достаточно больших количествах, примерно 3% ВВП в год, наши субсидии теперь будут обусловлены независимостью судебной системы, верховенством права. И в этом смысле вот Венгрия очень сильно зависит от Брюсселя и вынуждена лавировать, так или иначе договариваясь с Брюсселем. И мы видим, что несмотря на все те высказывания, которые делает Орбан, он не блокирует санкции. Он замедляет принятие санкций. Но вот, например, все годы, начиная с 2014 года, он ни разу не проголосовал против санкций. Он всегда угрожал это делать. И все время что-то выторговывал себе взамен. И в этом смысле надо понимать, что в конце концов он не может себе позволить выйти из Европы, потому что подавляющее большинство его избирателей все-таки хотят жить в Евросоюзе. Это не Англия, грубо говоря, это не Великобритания. Если Венгрия выйдет из Евросоюза, то это сделает нынешнюю венгерскую власть крайне непопулярной. Все остальные страны очень сочувствуют Украине и пытаются ей помогать. Вы помните, до войны были такие же разговоры о Польше, что Польша тоже идет путем Венгрии. Но как только началась война, сразу стало понятно, что для Польши самое важное – это противостояние Владимира Путина, потому что поляки, что правительство, что оппозиция, понимают, что они могут быть следующими. Друзья, спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте подписаться на этот канал, если до сих пор еще этого не сделали.